Полуденное солнце беспощадно жгло саванну. В тени большого камня неподвижно лежал человек. Его звали Даниил Харпер, ему было 35 лет. Уже 15 лет он работал егерем и защищал эти земли от браконьеров. 2 дня назад он заблудился во время погони за преступниками. Вода закончилась, рация сломалась, силы покидали его. Обезвоживание медленно лишало его сознания. Губы были потрескавшимися, в уголках запеклась кровь, взгляд стал пустым. Даниил понимал, это конец. Вдруг вокруг послышался шорох. Он с трудом приподнял голову. Вокруг него медленно сжимали круг истощенные леопарды. Они давно не ели, и в их глазах светился голод. Сил сопротивляться больше не было. Даниил закрыл глаза. Но в этот момент раздался резкий крик. Он открыл глаза и увидел маленького львенка, выбежавшего из-за камней прямо к хищникам. Это выглядело как самоубийство. Леопарды тут же переключили внимание на него. Один из них приготовился к прыжку. И вдруг земля задрожала. Из-за скалы вырвалась огромная тень, в несколько раз больше любого из леопардов. Это была гигантская львица. Ее мышцы перекатывались как камень, а взгляд был холодным и решительным. Она молниеносно ударила лапой. Леопард был отброшен далеко в сторону и больше не поднялся. Остальные мгновенно разбежались. Наступила тишина. Даниил смотрел на львицу сквозь туман в глазах и вдруг вспомнил. 4 месяца назад, во время засухи, он патрулировал высохшее русло реки. Вдруг он услышал странный крик. В грязевой яме застрял маленький львенок. Он был полностью покрыт илом и едва дышал. Рядом не было матери. Даниил не раздумывал. Он прыгнул в грязь и вытащил детеныша. Тот едва дышал, но был жив. Он принес его в домик егеря, согрел, очистил раны, дал теплого молока. Всю ночь Даниил не спал, слушая его тихое дыхание. На рассвете он почувствовал странную тревогу. Выйдя к окну, он увидел огромную львицу во дворе. Она стояла неподвижно и смотрела прямо на дом. Она знала, ее детеныш здесь. Даниил вынес львенка. Мать осторожно осмотрела его, убедилась, что он жив, и долго смотрела на человека. В ее глазах не было злости, только память и благодарность. Потом она ушла в саванну вместе с детенышем. Теперь, спустя 4 месяца, она вернулась. Львица медленно подошла к лежащему Даниилу и осторожно ткнула его носом. Он понял, она предлагает помощь. Собрав последние силы, он ухватился за ее шею и забрался на спину. Тепло ее тела возвращало ему жизнь. Львенок бежал впереди, а львица уверенно шла вперед, не сбиваясь с пути. Ночью над ними зажглись звезды, ветер стал холодным, но хищники не приближались. Сила львицы отпугивала всех. Даниил смотрел в небо и чувствовал, что снова живет. Она вела его точно к домику егерей, туда, где была однажды. К рассвету показались знакомые постройки. Коллеги Даниила были потрясены. Он возвращался верхом на гигантской львице. Они помогли ему спуститься, дали воды. Когда он немного пришел в себя, он подошел к львице и осторожно погладил ее по носу. Она закрыла глаза. Слова были не нужны. Львенок лизнул его руку. Львица издала тихий звук, развернулась и ушла в саванну вместе со своим детенышем. Все долго смотрели ей вслед. Никто не говорил ни слова. Даниил улыбнулся. Он понял, это было чудо, настоящее чудо дикой природы. Саванна жестока. Там действует только закон выживания. Но иногда она показывает, что благодарность и память сильнее страха.